Приветик, как дела? Я сегодня должна была встретиться с подругой, но у нее случился форс-мажор, поэтому встреча наша отменилась. Но так как я уже настроилась на то, что я сегодня погуляю, я решила все-таки поехать и погулять. У нас замечательная погода, причем оказалось намного жарче, чем мне казалось, когда я выходила из дома, вернее, когда я смотрела на градусник. На солнце очень и очень жарко. Но я специально оделась потеплее, потому что возвращаться я буду, скорее всего, поздно, и будет уже не так жарко. Поэтому я решила перестраховаться. Вокруг очень много пуха. С деревьев летит пух, и он летит в глаза, в рот, везде, куда только можно. Все речки, все пруды тоже в нем, в пуху. Мне так нравится снимать видео на улице, потому что здесь такой хороший свет, особенно когда светит солнце. Вот здесь видно, сколько пуха нападало в пруд. Так этот мост скрипит. По нему неприятно идти из-за того, что он скрипит. Так, вообще я хочу пойти вот на ту сторону, но я смотрю, что там уже тень, солнышка нету. Поэтому я пойду, наверное, вот здесь, где оно еще светит. А потом перейду по какому-нибудь мостику. Он должен быть вон где-то там. Я, конечно, такая интересная. Сама сказала, что мне жарко на солнце. И пошла туда, где солнце. А теперь каждый раз, когда я попадаю в тень, я думаю: о, слава богу, тень. Потому что, несмотря на то, что уже 7 часов вечера, даже, наверное, немножко больше, может быть, уже 7:30, а солнце все еще печет довольно-таки сильно. Наверное, потому что я не в футболке. Мне не хочется просто носить в руках эту накидку. Поэтому я ее накинула на себя. Если бы я ее сняла, мне бы, конечно, не было так жарко. Подойду поближе к этому фонтану. Он отсюда кажется таким маленьким, но на самом деле он огромный. Прежде чем подходить ближе к фонтану, я решила пройтись по вот этим дорожкам, потому что они мне ужасно нравятся. И как-то раз у меня вот сюда, куда-то сюда, не помню куда точно, упала сим-карта. Я не помню зачем, но мне ее понадобилось поставить в планшет, вытащить из телефона и поставить в планшет. Может быть, я кому-то хотела ответить на сообщение. Я не помню, для чего я это делала. Но я почему-то решила, что хорошей идеей будет стать вот сюда, разложиться на вот этой перекладине и поменять сим-карту, переставить сим-карту. И она у меня ожидаемо свалилась в эту траву, и мне пришлось перелазить через вот эти штуки, чтобы ее достать. Было очень весело. Причем я помню, что тогда только сделали, вот здесь была какие-то работы по озеленению, и тогда только сделали вот эти дорожки огороженные. И мне было так стыдно, что там везде так высажено все красиво, травка это зеленая, цветочки какие-то были. А мне пришлось туда залезть и немножко потоптаться. Но я старалась это сделать максимально аккуратно, но все равно мне было очень неловко.
подошла поближе. Ух ты, какой здесь прикольный аттракцион. Я бы тоже хотела так покататься. Как классно. А это экотропа, по которой я сейчас пойду. Она не очень большая, метров, наверное, 500 длиной, но она достаточно высокая. Я не знаю, видно отсюда или нет. Вот. Вон, она тянется. И написано, что она, самая высокая ее точка, 6,5 метров. Вот, то есть она такая достаточно высокая. Так, тихо здесь. Столько птичек. Прекрасное место. Каждый раз, когда я прохожу либо по какой-то возвышенности, либо когда я прохожу канализационные люки, я очень боюсь, чтобы у меня туда не упали наушники, потому что иначе мне придется очень несладко. Ну, если здесь можно спуститься и найти их, хотя это тоже было бы непросто, потому что пока я обойду вот этот круг, который я прошла уже, пока сюда поднималась, я запутаюсь и потеряюсь вообще, где это место было, куда у меня упали наушники. А в канализационном люке, ну, их просто будет невозможно достать, я думаю. Или, например, когда я прохожу мимо речки, такая же ситуация. У меня всегда очень тревожно, я стараюсь держаться подальше от края. Вот насколько я высоко уже. В лесу еще так темно по сравнению с тем, насколько еще светло на улице. Но как только заходишь в лес, такое ощущение, что уже ночь. На камере этого не видно, потому что она как-то добавляет света очень сильно причем. Но на самом деле здесь намного темнее, чем кажется. Я, кстати, всегда, когда гуляю, слушаю подкасты. Ну, не всегда, ладно, в большинстве случаев. Наверное, в 90% случаев я слушаю подкасты. Реже я слушаю музыку, а еще реже хожу без наушников и ничего не слушаю. Бывает такое время, когда хочется просто ходить и наслаждаться окружающими звуками и ничего дополнительного, ничего лишнего не слушать. Вот. Но сейчас я слушаю подкаст на португальском языке. И таким образом убиваю одним выстрелом двух зайцев. То есть делаю два дела одновременно. И гуляю, получаю удовольствие от прогулки, и занимаюсь полезным делом. Не то чтобы прогулка — это не полезное дело, это тоже полезное дело, гулять надо. Физическая активность должна быть в жизни. Но в то же время я занимаюсь иностранным языком. Вот так. И вам всегда это тоже советую делать. Я сюда еще обязательно приеду в ближайшее время, чтобы покататься на велосипеде, потому что это одна из моих любимых локаций для катания на велосипеде. Здесь очень просторно, а если уехать туда в лес, там вообще очень просторно, еще просторнее, чем здесь. Ну и здесь тоже, несмотря на то, что людей немало, но места много и всем хватает. Я пойду пройдусь по лабиринту. Вот здесь вот. О, как красиво! Фотографию бы здесь сделать. Вот тоже красивое дерево.
Блин, я, оказывается, забыла включить микрофон. Надеюсь, там хорошо слышно было, что я говорила. Я его просто периодически выключаю и несу в руке вот так вот микрофон, прям на вот этой вот штучке, потому что мне неудобно его постоянно носить на себе. Мне проще достать, снять, спрятать, выключить и положить в карман. Вот. И периодически я его выключаю, но продолжаю нести в руке и выключаю камеру. А когда включаю камеру, забываю включать микрофон. Как мне нравится название этого ресторана. Все лень. Так, все-таки еще разок я к пруду спущусь. Мне эта дорожка больше нравится, чем просто идти по асфальту. Как здорово, наверное, на лодочках плавать. Это вот я как раз вышла возле того фонтана, который я показывала. Только я была с той стороны, с противоположной. Привет. Видите меня? А так? Это аттракцион, называется «Лента Мёбиуса». И по нему можно пройти. То есть это пешеходный аттракцион. Я уже ходила, но мне хочется еще раз. Там очень прикольно. Поэтому я пошла. Пока. Начни отсюда. Ну, пойдем. А это Останкинская башня. Видна вдалеке. Вот отсюда тоже видно Останкинскую башню. Вот это здание мне напоминает флорентийское здание. Забыла, как называется. Собор Санта-Мария, по-моему. Я, кстати, не знаю, что это такое. По-моему, это оранжерея. Но я не уверена. Но каждый раз, когда я на него смотрю, я вспоминаю Флоренцию. И вот это вот главное здание знаменитое, которое там есть. Чуть не подскользнулась. А внутри здесь такой чудесный сад. Ура! Вы прошли 300 метров и потратили около 16 калорий. Супер! О, а здесь тоже, что ли, можно идти было? Это то же самое или нет? Вот здесь же я не шла. Я шла по другой стороне. Это начало движения по внешнему кругу, а это по внутреннему. Да. Ладно, пройдусь еще здесь. Внешний круг мне нравится больше, потому что там светло. И видно все, что вокруг. А здесь нет. Так, все. На этом конец. Вот поближе это здание. Так лучше видно. Ребята, вы не представляете, какие здесь ароматы. Мне не хочется отсюда уходить. Очень вкусно пахнет. Просто невероятно. Жаль, я не могу передать вам этот запах. Знаете, что я больше всего люблю в лете? Сейчас 9 часов вечера, а на улице так светло. И темнеет, наверное, ближе к 10 уже. Это, конечно, не так, как в Питере, где вообще уже, наверное, начались белые ночи и практически не темнеет. Но когда вот так ходишь в 9 часов вечера, а еще светло, это такое приятное чувство. Хочется, чтобы так было всегда. Ну ладно, нет, не всегда. В зиме тоже есть свои прелести. Я зиму тоже люблю. И осень люблю, и весну люблю. Ой, как здесь красиво. Какая милая и уютная улица. Вот, я не договорила. Но
уже с 21 июня день пойдет на убыль. То есть сейчас он еще растет, продолжительность дня, и еще растет, а уже с 21 июня, это же день летнего равноденствия, то есть получается 21 июня ночь будет равна дню. Нет, это будет самый длинный день, вот, самый длинный день и самая короткая ночь. День, когда равен ночи, это осенью и весной, да ведь? Я все перепутала. Вот, 21 июня будет самый длинный день в году. А потом снова пойдет на убыль день. Эй, комары кусаются еще. Кстати, очень интересно, во сколько темнеет у вас. Напишите в комментариях, где вы живете и во сколько у вас темнеет. Летом желательно. Потому что если мы говорим про южную часть полушария, там зима, и, скорее всего, там вообще все по-другому. Эта тема сводит меня с ума, поэтому не буду ее развивать. Слушайте, здесь такой красивый вид. Красивый вид и очень пахнет лошадьми, потому что это конюшни, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, вот конкретно вот эти здания не конюшни, а может быть, какие-то из них и да. Возможно, вот это да, потому что внутри что-то похожее на конюшню. Здесь, во-первых, что-то написано «Центр национальных конных традиций», а во-вторых, здесь очень пахнет лошадьми. Тоже красиво. Не могу пройти мимо красивых мест и не включить камеру. Вот не могу и все. О, ребята, здесь опять сирень. Опять сиренью пахнет. Даже несмотря на то, что она уже вот отцвела почти полностью. То есть прям совсем немного осталось цветочков. Коневодство. Да, вот демонстрационная конюшня. Вот, кстати, посмотрите, сколько пуха. Вот здесь прям очень хорошо видно. Все это пух. Представьте, он летит везде. В нос, блин. Вот сейчас я сказала об этом и поняла, что мне в нос залетел пух. Ой, да, кажется, вот это и есть конюшня. Я увидела человека с тачкой, который кормит лошадей. Но я не буду близко подходить, врываться в их пространство. Прикольно. Надо как-нибудь туда сходить. Не то чтобы меня очень интересовали лошади, но почему бы и нет. И с этим прекрасным видом напротив конюшни я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Мне так неудобно махать пока-пока с этой штукой, с микрофоном. Все, пока.